Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал. Вы просили больше выпечки, больше десертов. Сегодня хочу вам показать апельсиновый пирог. Получается очень вкусный, рассыпчатый, воздушный пирог. Готовится, в принципе, несложно. Его можно сделать как с оборудованием, с миксером, так и вручную. То есть тут как бы не принципиально, это не проблематично, он получается и так, и так. Я его готовил и вручную венчиком, перемешивал, все взбивал, и на планетарном миксере. Ингредиенты тоже как бы несложные, пропорции простые. Смотрите, на небольшой пирог нам понадобится сахар 200 грамм, то есть стакан, и муки 200 грамм. У меня маленькие апельсины, поэтому я возьму 4 штуки. Если у вас большие, крупные, то возьмите 2. Нам надо сок от них. 4 яйца, 100 грамм сахарной пудры, чайная ложка разрыхлителя, ванильная палочка нам понадобится буквально на кончике ножа, и 50 грамм изюма. То есть, как видите, больше как бы ничего нет, и получается шикарнейший пирог с яичной глазурью сверху, воздушный, как я уже сказал, и очень вкусный. Так, приступаем к приготовлению. С чего мы начнем в первую очередь? Нам надо разделить белки от желтков и взбить белки с сахаром. И желтки будем взбивать также с сахаром. Так, я беру чашу и начинаю отделять белки от желтков. Но смотрите, момент в чем? Осторожно. Белок от одного яйца нам надо отложить отдельно для глазури. Так. А желток мы будем использовать в самом пироге. Белки отделяем от желтков. Один белок мы откладываем отдельно, остальные смешиваем. Половина сахара в белки, половина в желтки. Теперь ставим взбиваться. Если у вас нету ни миксера ручного, ни планетарного миксера, просто взбивайте белки с сахаром до состояния такой пены. То есть насколько это получится, настолько и взбивайте. Получается все равно он пышный. Но если хотите, чтобы он был еще больше, то используйте уже оборудование. Так, ставим, все, подключаем. И включаем. Пока белок взбивается, мы должны перемешать желтки с сахаром до полного растворения сахара. Так, все отлично. Желтки перемешали с сахаром. Теперь будем добавлять апельсиновый сок. Так вот разрезаем апельсины. И выдавливаем. Выдавливаю через пальцы для того, чтобы семечки не попали. Так, выдавили сок. Теперь это все дело перемешиваем до однородного состояния. Так, хорошо. Теперь я добавляю муку. И разрыхлитель. И ванильную палочку. Так, вот я ее разрезал. Раскрываем.
И вот весь вкус здесь. Вот сюда. И вот эти вот палочки, после того, как вы вырезали, очистили ее от семян ванили, вы не выбрасываете. Можно и в чай добавить, можно и когда заварной крем, например, варите, добавить в молоко. Оно тоже даст свой аромат. Так, отлично. Это все мы сохраняем. Теперь это все перемешиваем. Видите, то есть вообще сложного в этом рецепте нет ничего от слова совсем. Просто взяли, перебили то, смешали это. Разогреваем духовку как раз на 180 градусов. Надо обязательно хорошенько перемешать, чтобы комочков не было. Так. Вот, смотрите. Получается такое жиденькое тесто. Теперь берем белки. Они у нас, видите, такие получились, как пышная пена. Добавляем их сюда. Вот можете увидеть, что я их не взбивал до пиков, потому что это не обязательно в этом рецепте, оно и так будет пышное. Так, отлично. А сюда потом я перелью белок, который я оставил для глазури, смешаю с сахарной пудрой и перемешаю до такой же консистенции, по сути. Теперь это все аккуратненько вот так вот вмешиваем. Снизу вверх. Можно лопаткой, можно венчиком. Главное, не взбивайте уже. Просто вот так вот перемешали. Тут уже не торопимся. Так, отлично. Добавляю изюм. Перемешиваю опять же. Отлично. Теперь беру форму. Форму можете взять любую, которая вам больше нравится. Я возьму такую. Можно взять просто круглую, можно взять овальную, квадратную. Тут уже не имеет значения. И просто заливаем форму. То есть, в принципе, этот замес рассчитан на форму в диаметре 20 сантиметров. На высоту где-то около 8 сантиметров он будет. Все, залили. Теперь ставлю в духовку на 20-25 минут, 180 градусов. Все, ждем. Все, пирог готов. 25 минут. Смотрим. Красота, посмотрите. Вообще. Теперь оставим его на минут 15 в форме. Через 15 минут я его достану. И до полного остывания. Глазурь я уже сделал. Вот, сахарную пудру с белком взбил. Пока накрыл, оставил, чтобы не обветривалось. Он остынет. Я его залью. И можно будет его пробовать. Друзья, рецепт несложный. Вернемся к нему, когда он остынет. Вот, друзья,
Вот такая вот красота получается. Я уже залил глазурью. Сейчас оно затвердеет. И можно будет уже нарезать. Нужно там украсить ягодками, цукатами. Также вовнутрь вы можете добавлять вместо изюма, например, шоколад, цукаты, орехи. То есть вообще на любой вкус, на любой выбор. Вот такой вот получается воздушный, красивый. Так что, друзья, огромное спасибо за просмотр. Готовьте со вкусом. Десерты простые, вкусные и быстрые. Подписывайтесь на канал и до встречи в новом ролике.